Сейчас расскажу про инди-игры от подписчиков Быть Инди. Игры совершенно разные, как по проработке качества, так и жанры, составом команд и бюджетов. Некоторые из них поделились цифрами о том, сколько вложили денег в разработку. Уверен, что ты о многих и не слышал. Это Быть Инди, спасибо за лайк и приятного просмотра. Farm and Cook – пошаговая стратегия про фермерство и кулинарию, где один ход равен месяцу, а успех зависит от планирования сезонов и размещения построек. На острове можно выращивать культуры и разводить животных, ставить ульи, ловить рыбу, а затем готовить блюда в разных постройках, от печи и мангала до котла и стола. У каждого объекта свой набор рецептов, поэтому перед началом партии приходится выбирать ограниченный набор кухни. Экономика держится на сочетаниях, ингредиенты можно вырастить или купить у приезжих торговцев, а готовые блюда продать посетителям. Чем уникальнее меню, тем выше цена, но растущая арендная плата вынуждает искать баланс. Сажать культуры в подходящий сезон, учитывать условия, например, мед только летом, рыбалка в теплые месяцы, и не закапываться в слишком дорогих заказах. Игра вышла 1 мая 2024 года на itch.io и распространяется бесплатно. Версия для Play Market также доступна. Проект сделан на Unity одним разработчиком. В игре есть намеки на общий сюжет с его другими работами. eSports History – это RPG-тайкун о зарождении киберспорта и той самой эпохи, когда все происходило в душных ПК-клубах начала нулевых. Игрок начинает путь с обычного подростка, зависающего за стареньким монитором, и постепенно превращается в профессионального киберспортсмена. Здесь нужно грамотно распоряжаться ресурсами, участвовать в турнирах, собирать собственный компьютер, покупать консоли и переживать становление индустрии изнутри. Геймплей строится на выборе стратегии. Можно сделать ставку на агрессию и зеркраш, отточить стрейфы и АИМ или пойти по пути психологического давления на соперников. При этом важно не только выигрывать, но и не сгореть от тильта, поддерживать отношения с близкими и находить баланс между карьерой и личной жизнью. Проект создавался с мая 2021 года на Unity небольшой командой из 5 человек. Вдохновлялись Punch Club и Game Dev Tycoon, но сделали упор именно на атмосферу ностальгии по LAN-турнирам и временам, когда победа зависела не от пинга, а от твоей реакции и решимости. Игра вышла 3 октября 2024 года на ПК и доступна на Steam и довольно хорошо себя показала. Отличный дебют вышел у разработчиков. Стратегия от Быть Инди – это современное переосмысление классической стратегии Мегаломания 1991 года. В основе все та же идея. Игрок управляет своим народом, развивает технологии, строит здания, добывает ресурсы и постепенно подчиняет новые территории. В ходе разработки я немного ушел в сторону от оригинала. Остров в космосе состоит из секторов, каждый из которых содержит тайлы для размещения здания. То есть в игре будет выбор, какие здания строить, и нужно будет хорошо подумать, потому что количество зданий в каждом секторе ограничено. Визуальный стиль стал чище и ярче, но с душой пиксельной классики. Визуально все напоминает старые стратегии 90-х, но при этом выглядит живо и современно, словно кто-то перенес их в эпоху высоких разрешений, сохранив ту же игровую магию. Я стараюсь сделать стратегию, которая будет понятна тем, кто впервые слышит о Мегаломании, и при этом подарит ностальгию тем, кто провел в ней часы за Сегой. Также будут улучшения зданий, юнитов, эпохи. Тут я еще подглядывал в сторону Age of Empires 2. Игра сейчас находится в активной разработке, я шаг за шагом воссоздаю тот самый мир, где каждый остров как отдельная история. Подписывайтесь в мой телеграм-канал по разработке игры, там я буду также делиться о количестве виш-листов и проданных копий, ссылка в описании. Пропавший под дождем. Визуальная новелла с элементами романтики, ужаса и мистики. История начинается с внутреннего монолога, загадочная девушка, серия жутких убийств и гигантская рыба, плавающая у ног героя. Все это переплетается в тревожную и атмосферную историю, где важно не только то, что происходит вокруг, но и то, что скрыто внутри персонажей. Проект сделан двумя разработчиками на движке Tirana Builder всего за месяц. Игра доступна бесплатно на VK Play и уже собрала вокруг себя аудиторию, которой зашел ее визуальный стиль и загадочная подача. В телеграм-канале я публикую новости с иронией об играх и иногда дарю ключики от игр в Steam. Буду тебя там ждать.
Петька и Василий Иванович 02. Операция F. Фанатское продолжение легендарной серии квестов про красноармейцев, которые вечно оказываются в самых безумных ситуациях. Проект бережно воссоздает атмосферу первых игр и подается как прямое продолжение «Петька и Василий Иванович спасают галактику». На этот раз герои снова защищают деревню Гадюкина, но теперь от пришельцев с Сатурна. История создания сама по себе достойна отдельной игры. Когда официальная серия остановилась на 9-й части, фанаты собрались на форуме и решили сделать продолжение своими силами. Форум развалился, от идеи остались только демо и заметки, и лишь спустя 10 лет проект возродился уже на Unity с обновленной графикой, отсканированными в 4К фонами и озвучкой в духе оригинальных актеров. Игра создается как бесплатный трибьют в честь культовой серии и классического жанра квестов. Разработка идет уже 2 года, над ней трудится около 5 человек, а всего к проекту так или иначе было причастно до 20 энтузиастов. Первая глава разрабатывается на энтузиазме и частичном финансировании. Бюджет пока около 200 тысяч рублей. Операция F выйдет эпизодами, всего планируется 4 части, охватывающие весь сюжет. Если фанатский квест найдет отклик у игроков, команда планирует перейти к созданию собственных оригинальных историй. В телеграм-канале «Быть инди» вы можете проголосовать за тему следующего выпуска и написать те игры, которые туда должны попасть. Другие уже это сделали. Я рассказываю также об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Буду вас там ждать. Fallbreaker — это динамичный фэнтезийный рогалик, вдохновленный Risk of Rain 2, где каждый бой превращается в хаотичные выживания против орд чудовищ. Игроку предстоит очистить королевство от скверны, сражаясь волна за волной и поднимаясь все выше по лестнице испытаний. В игре доступны 3 героя судьбы. Варвар рубит врагов огромным топором, ассасин полагается на метательные ножи и яд, а чумной доктор — алхимик, управляющий токсинами и магией болезни. Все классы играются по-разному, и от выбора билда зависит, проживешь ли ты еще одну волну или станешь кормом для чудовищ. Каждый уровень в игре создан вручную, что делает прохождение разнообразными, а впереди схватки с гигантскими боссами, которые требуют точного тайминга и продуманной тактики. В будущем планируется кооперативный режим, где можно будет объединиться с друзьями и сражаться плечом к плечу против стражей скверны. Проект разрабатывается на Unity с декабря 2023 года почти полностью силами одного человека. Сейчас в команде 2 программиста, музыкой помогает друг, а визуальные ресурсы закупались из личных накоплений. Несмотря на ранний доступ и скромный старт, игра уже собрала вокруг себя активное сообщество, которое помогает тестировать и улучшать контент. Разработчики обещают новые локации, врагов, героев и полноценный мультиплеер. Fallbreaker доступна на Steam с 3 апреля 2024 года. Один из зрителей «Быть инди» сможет активировать игру по ключу. World of Battle Cards — коллекционная карточная игра в сеттинге Второй мировой войны, где вместо фэнтезийных существ и магии — реальные танки, самолеты и пехота. Игрок собирает собственную армию из карт, формирует колоды и сражается с противниками в разных режимах, от тактического до реалистичного. Цель проста — уничтожить все атакующие карты противника или захватить его штаб. Главная особенность проекта — реализм. Все характеристики карт рассчитываются по реальным данным вооружения. Вес снаряда, скорострельность, дальность, броня. Все взято из исторических источников. В будущем разработчик планирует добавить ссылки на использованную литературу прямо в описании карт. В игре представлены практически все виды вооружений эпохи Второй мировой, от стрелкового оружия до тяжелой техники. Отдельный режим кампании позволит пройти оффлайн-миссии за разные нации, погружаясь в атмосферу войны и принимая решения как настоящий командующий. Проект разрабатывается на Unity уже год одним энтузиазмом при поддержке фрилансеров. Вдохновением послужили Hearthstone и War Thunder, а также интерес к истории Второй мировой. Сейчас идет внутренняя проверка механик, после чего игра выйдет в открытое тестирование. Великие подвиги древних русов. Это стратегия в реальном времени на Unreal Engine 5, в котором древние славяне сражаются с ящерами. Да, все строго по секретным документам профессора Багирова. Проект вдохновлен одноименным мемом и превращает его в настоящий игровой лор, где под серьезным выражением лица скрывается щедрая доля самоиронии. Игрок становится во главе поселения древних русов, строит и развивает его, добывает золото, прах ящеров и другие ресурсы, чтобы укреплять оборону и создавать армию.
На каждом шагу атаки древних врагов, и только мудрое управление спасет народ от инопланетного ига. Башни, солдаты, экономика, технологии – все как в классических РТС, но с авторской подачей и фирменным юмором. Разработка началась 2 февраля 2024 года, а уже 2 августа игра вышла в Steam. Ее делали два энтузиаста с минимальным бюджетом всего 12 тысяч рублей. Несмотря на это, проект активно обсуждается в сообществе «Русы против ящеров» и в паблике на 19 тысяч подписчиков, где публикуются новости и новые фрагменты каноничного лора. Сейчас автор планирует выпустить полноценную кампанию, основанную на первоисточнике мема, работах преподавателя МГУ Алексея Сергеевича Багирова, обладателя 4 высших и 2 всевышних образований. Великие подвиги древних русов – это редкий случай, когда фольклор, интернет-юмор и стратегия неожиданно встретились в одном проекте. Painted Legend Knights of Ink and Paper. Это метроидвания, в которой оживший нарисованный рыцарь отправляется в приключения по фэнтезийному миру, созданному прямо на тетрадных листах. Однажды ночью он следует за падающей звездой и оказывается в бумажной вселенной, где каждая линия и штрих превращаются в опасность. Впереди лабиринты, ловушки, сражения с монстрами и эпические битвы с боссами. Игра создается на движке Ambea Cooper Cube 6 и является сюжетным продолжением оригинальной Painted Legend 2016. На этот раз проект сменил жанр, вместо классического платформера – динамичное метроидвания с упором на исследование и прогрессию персонажа. По мере прохождения можно будет разблокировать знакомых героев из предыдущей части и находить отсылки к культовой Castlevania Symphony of the Night, которая вдохновила автора. Разработкой с января 2024 года занимается один человек, без бюджета и без команды. Пока продвижения почти и не было, и игре откровенно не хватает поддержки. Игра вышла 26 января 2025 года. Painted Legend Knights of Ink and Paper – это редкий пример настойчивости инди-разработчика, который буквально в одиночку рисует новую жизнь своей старой легенде. Paper Cut – приключенческий платформер, где весь мир будто вырезан из бумаги. Сейчас проект находится в активной разработке, а в ближайшее время ожидается демо-версия с одной крупной хаб-локацией. Именно там разворачиваются основные события и истории героев. Игроку предстоит исследовать городок, знакомиться с его обитателями и помогать им в решении проблем через мини-игры. Каждый из них будет уникальный и связанный с конкретным персонажем. Проект вырос из идеи, созданной всего за 3 дня во время Maxter Game Jam 2021, где он попал в список победителей. Позже команда столкнулась с конфликтом и потеряла права на первую версию, но в 2023 году началась полноценная переработка фактически с нуля. Игра создается на Unity, а в качестве вдохновения авторы называют Paper Mario и WarioWare. Сейчас в команде 2 ключевых человека и несколько фрилансеров, работающих на энтузиазме. Бюджет проекта практически нулевой, все делается ради идеи. Основное продвижение идет через YouTube канал, а также в Телеграме, где публикуются новости и скриншоты. Авторы надеются, что демо-версия позволит показать атмосферу и потенциал игры, а уже после релиза решат, куда двигаться дальше. Парад планет – это веб-головоломка в жанре Merge, где игрок управляет черной дырой, выбрасывающей планеты в космос. Цель проста – сталкивать одинаковые планеты, чтобы они объединились в более крупные тела, постепенно превращаясь в пульсирующую звезду. Если соединить 2 такие звезды, они аннигилируются, а счет идет вверх. Главное не допустить переполнения поля, иначе игра закончится. Проект вдохновлен вирусным хитом Suika Combination, но перенесен в космическую тематику. Разработчик создал игру всего за неделю. Разработка началась 22 апреля 2024 года, а уже 1 мая она вышла на Яндекс.Играх. Сделано все на движке ClickTeam Fusion 2.5, и за проект отвечает один человек без бюджета и команды. Если вдруг захотите поддержать меня еще сильнее, у меня есть игра с пошаговыми боями в духе героев Necromancer Returns. Буду рад вашему обзору в Steam. Спасибо Степану и Егору Гриценко за поддержку этого выпуска на Бусти.